К сожалению, этот видос навряд ли соберет много просмотров, но я бы хотел услышать это, когда я красил своего первого зомби. Зомби-сюжет в миниатюрах и в мире в целом, вы знаете, достаточно популярен, избит и вечен. Это классика, да, использовать там зомби везде. Поэтому в миниатюрах этот сюжет тоже частый. Красил несколько настолок с зомбарями. И есть прям полная настолка зомби. Я забыл название, но вы поняли, о чем я. Зомбоцит или что-то такое. В общем, есть конкретно даже настолки, основанные просто на сюжете зомби. Поэтому покраска миниатюры формата до зомби, какие-то зеленая кожа, не только зомби, любые, но зомби в частности, потому что в основном, если зеленая кожа, то это часто именно зомби какой-то сюжет. В общем, сейчас я крашу вот таких вот зомби, вот. Поэтому могу вам рассказать, как покрасить качественно кожу быстро и круто. Круто в мерзком плане. Именно сделать ее красивой, мерзкой и в то же время мало затратить времени и сделать это качественно, чем я это сделал сам, наверное, год назад, когда я красил своего первого, в принципе, зомби. Сейчас я имею больше опыта, чуть больше идей, и сейчас зомби, я считаю, получается чуть лучше. Конечно, не предел мечтаний, но мы все растем, и результат, который сейчас получается у меня, мне нравится больше. Он симпатичный, приятный и в то же время достаточно мерзкий, чтобы действительно показать вот того зомби, который вот нужен, прям вот нужный цвет. В общем, тут все просто. Брал я вот эту вот красочку зеленую. Ну, можно брать любые оттенки, можно более темные взять, можно более светлые. Но мне проще в более светлый было взять, потому что я красил по референсам, и там был более зеленый цвет, поэтому я взял этот зеленый цвет. По-моему, он отчасти даже и предназначен для именно этих зомби, потому что это вот Death Guard, это как вот, ну, такие как космодесантники, да, так и зомби. Поэтому цвет тоже под них, специальный. И я решил взять его и не париться, потому что более темный цвет, у меня и так все темное получается, как вы знаете, по итогу. Поэтому более светлый цвет было взять не ошибкой точно. Поэтому взял его и не жалею. Также доработал более темно-зеленым именно кончики, потому что, ну, потому что так захотелось. Я красил по картинке, тоже вдохновился, чуть добавил своего, но в любом случае результатом мне доволен. В общем, красите в светло-зеленый. Дальше по желанию какие-то дополнения делать. У меня такие прыщики на нем, мелкие элементики, я их покрасил в белый цвет. Также какие-то выпуклости в темно-зеленый. И также вот эти шипы на его руках и на голове тоже покрасил в темно-зеленый цвет, потому что захотел так. Вот. Сделал маленький переходик от зеленого, от обычного зеленого к темно-зеленому. Вот база у нас была готова. И дальше дело за малым. Есть несколько путей, как вы знаете, рисовать тени самому. Для зеленого отлично подойдет фиолетовый по цветовой схеме. К зеленому фиолетовый хорошо подходит, как бы это, да, если представить, если вы то есть имеете какой-то художественной фантазии, скажем так, да, это тяжело сочетать эти цвета, но на самом деле фиолетовый с зеленым отлично сочетаются. И в тенях можно нарисовать фиолетовым, либо можно взять фиолетовую проливку. У меня такой нет, но я знаю, такая вроде бы есть. У меня ее нет, я ее себе не хочу и не смотрел в принципе, поэтому не знаю, есть такая или нет, но, по-моему, есть. Я что-то такое слышал, фиолетовая проливка должна быть. Вот. Поэтому она хорошо пойдет под зеленый цвет, но в данном случае я использовал обычный флэш-шейд. То есть ничего замудренного, эта проливка популярна, крута и, опять же, универсальна. И под зеленый подходит как фиолетовый, так и такой более оранжевый флэш-шейд. Поэтому пролил им,
И эффект получился достаточно прикольный. Мало того, что получилось достаточно аккуратно, ну, на мой взгляд, да, конечно, многие могут сказать, что я сделаю гораздо аккуратней, все мы знаем таких мастеров, конечно, но, несмотря на это, результат получается неплохой, поэтому пользуйтесь, схема прикольная, интересная, что вам еще добавить? В общем, красил я вот так вот всех своих зомби, покрасил уже 5, и остальную 5 буду красить точно так же. Всем понравилось в Инстаграме, ВКонтакте, по-моему, даже понравилось, там лайков было достаточно много, поэтому способ неплохой и, по всей видимости, нравится не только мне. Поэтому я, конечно, рекомендую его попробовать и вам, если вы красите зомби. Попробуйте там нарисовать в нем какие-то гнойники, да, прыщи, быть может, в каких-то местах какую-то мерзость добавить, да, какую-то слизь. Но в конечном итоге, да, можно либо нарисовать тени, сделать их более фиолетовыми, либо использовать флэш-шейд. Агрокс здесь будет не очень уместен. Я первый раз, по-моему, делал агроксом, и получилось у меня не очень. Ту миниатюру я уже, того зомби, ту миниатюру я уже исправил не так давно. Как раз когда красил и этих, потому что он был из этого набора. Как-то так сложились обстоятельства, что спустя время у меня снова в руки попал этот же набор. Заказчик захотел, чтобы я докрасил и остальную часть. Поэтому я докрасил, результатом доволен. В общем, пользуйтесь, схема прикольная и интересная.